Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Перемены на пороге, неожиданности и сюрпризы мая, Таро-расклад и цыганский пасьянс. Давайте узнаем, что нам подскажут карты цыганского пасьянса. Это всегда событийный ряд. В последующем мы дополним некоторые вопросы на картах Таро. И что есть май месяц? С первых дней мы будем чувствовать больше активности, больше жизненной энергии. Все идет по нарастающей, и это обусловлено Марсом в знаке зодиака Овен, который благоприятствует более решительным действиям. А также Меркурий до 15 мая будет находиться в Овне, и это больше ясности для всех нас. Какая-то конкретика больше для вас будет преобладать в первой половине мая наверняка. И те вопросы, которые могли за счет ретро-Меркурия, который был в ретро-движении почти весь апрель месяц. Вот здесь вы с чем-то определяетесь. Помимо всего прочего, Венера в Тельце в одном из знаков, где она себя чувствует наиболее комфортно. И значит, вопросы личной жизни, вашего благополучия и денег получают добрый период возможностей. В целом в мае позитивное, доброе небо с множеством перспектив на будущее. И вот то будущее, оно уже начало формироваться в конце апреля. 21 апреля произошла очень серьезная конфигурация тоже в знаке зодиака Телец. Это соединились две планеты Уран и Юпитер. И хоть эта дата уже произошла, но это не есть, мои дорогие козероги, один день. Это смена парадигмы на будущее. И это новая точка отсчета. Это своеобразный трамплин, который в будущее мы берем в совершенно новое качество жизни. Как отстраиваем свое благополучие в совершенно разных, может быть, направлениях, осваиваем какие-то новые знания. Но вот этот поворотный момент, безусловно, будет требовать от нас и гибкости, и адаптации. Что-то будет еще только продолжаться набирать ход и темп. И нам находиться совершенно в других энергиях, чтобы чего-то не упустить, тоже будет важно, особенно вам. Ведь постепенно вы освобождаетесь от того, что вас держало долгое время словно в рамках, кандалах. Плутон в вашем знаке за прошедшие 20 лет сделал свою работу, и вы могли себя ощущать, что как-то все было тяжеловато. Окончательно Плутон уйдет в Водолея в ноябре месяце, и здесь он пока еще делает реверансы, поэтому постепенное освобождение от какого-то груза прошлого с нарастающим благополучием. Вот такой период для вас прогрессивный будет до конца года. Может что-то активизироваться более конкретно в районе ноября, когда окончательно Плутон окажется в Водолее. И, кстати, Плутон в Водолее, он совершенно другой, нежели в вашем знаке. Это больше свободы, больше творчества, больше перспектив, больше возможностей. Поэтому, действительно, мы все набираем темп, но вы можете прочувствовать эту энергетику особенно остро. Ну, давайте узнаем. На картах пасьянса неожиданности и сюрпризы мая. Как для вас видят этот период, мои дорогие козероги? Цыганский пасьянс. Я смотрю значение, и вы тоже смотрите. Я могу что-то прошляпить, не увидеть. Запросто. А вы мне потом напишите. Я прежде использовала этот пасьянс. Потом я отказалась от него. Но мне писали: верните. Вот решила вернуть. Поэтому буду благодарна вашим откликам. Смотрим. Что для вас, мои дорогие козероги? А была какая-то скорее ситуация, когда вам что-то могло не понравиться или что-то пошло как-то криво? Но за счет Плутона длительное время тут могло быть множество разных событий, но что-то осталось в виде душевной тяжести или в виде того, что, может быть, с кем-то была ссора. То, что в нашей душе оставляет след, то, что не может быть продолжено в каком-то прежнем контексте, и с другой стороны это не имеет значения.
а у вас на пороге буквально перемены. И тут, значит, по-разному. У кого-то ссора с вашим близким человеком могла быть с тем человеком, который важен для вас еще, да. Может быть, это что-то было мелкое, не договорились, тогда есть возможность помириться. Или, если, мои дорогие козероги, это была какая-то ситуация, которая вам буквально вредили, потому что змея выпадает, это то, что делают из-под тишка, это то, что транслируют одно, а поступают по-другому. Часто это бывает из-за зависти или из-за того, что вы интересны, именно ваша жизнь, есть какие-то, ну, как любопытство к вашей жизни. И тогда вы все равно все расставляете по местам. Ваша жизнь, вне зависимости от злопыхателей, недоброжелателей, все равно означает какие-то благополучные перемены. Вот часы всегда к переменам. Давайте мы узнаем, что же дальше. Причем переменам таким, которые происходят в вашей личной жизни. И у кого-то отпускайте прежнюю историю, если она была несчастливая. У вас на пороге любовь. И кто-то из прежних ваших бывших, то, что мы называем, вы идете вперед. А кто-то бы хотел, может быть, видеть, что вы один или одна. Поэтому, если прежняя история, повторяюсь, была со знаком минус, это не значит, что на себе буквально мы ставим крест. Нет, на пороге новые отношения, новая любовь. И ваша задача чего-то не упустить. Посмотрите, как здорово, мои дорогие. У вас на пороге любовь и искренние отношения. Лебедь, верность, доброе известие. Все зависит от того, в каких отношениях вы теперь. Если вы человек семейный, значит, что-то в вашей семье позитивное происходит, добрые новости, когда взаимоподдержка друг друга. Если вы один или одна, меняется ваша жизнь, вы можете встретить важного человека по судьбе и быстрее освободиться вот от каких-то ненужных воспоминаний. Искренне что-то у вас буквально на пороге, и это будет важно не упустить. Искренние отношения. Или для кого-то из вас это еще и важные документы к вам приходят, или как предложение, новость важная, которая открывает совершенно новые возможности. Это правда. Давайте посмотрим. У кого-то из вас могло быть буквально разбитое сердце по прежней истории, которая вас, ну, как, знаете, отбросила назад. Вам тяжело далась, может быть, или далось расставание с каким-то человеком, или было предательство. Но теперь нам карты говорят, новая любовь, новые отношения на пороге. Правда, уделите внимание своей личной жизни. Все карты нам вот как раз об этом. И для вас, может быть, продумать, если вы сейчас один или одна, как мне познакомиться или как мне выйти судьбе навстречу. Вторая половина 24 года планетарно. И май месяц особенно. Он с учетом вот многих конфигураций в знаке зодиака Телец. Телец как раз за наше благополучие, за наше счастье отвечает. Ну, не буквально планетарно, или мы будем говорить как знак зодиака, но Телец – это все то, что надежно. Это наши близкие. Это если союз, то тоже надежный. Это если финансы, то тоже что со знаком плюс, так и на последующий период с каким-то прогрессом. Это стихия Земли, и вы это ощущаете особенно. Вы ведь тоже к стихии Земли, как и Телец, принадлежите. И вот эта конфигурация, когда и Уран забирает все то, что не нужно, когда Юпитер отстраивает новую структуру вашей жизни, и, безусловно, Венера, которая для вас дает какие-то бонусы в течение мая. Не упустите, мои дорогие козероги. Жизнь может заиграть кардинально другими красками. Конечно, мы можем застрять в каких-то грустных воспоминаниях или взвалить на себя много работы. Почему нет? И буквально света белого не видеть и каких-то возможностей. Все же, когда мы строим новые отношения или продолжаем теперешний союз, согласитесь, это тоже где-то работа. Требуется наше участие. И мы должны быть отдохнувшими, поэтому, как минимум, это первое условие, на себя не взвалить каких-то обязанностей.
Давайте мы дополним картами Таро и зададим такой вопрос. Что вам придется адаптировать, организовывать или реорганизовывать? Или конкретно какая-то ситуация, или человек, или сфера жизни. Чему больше придется уделять внимание? Вот двояко. Безусловно, шестерка пентаклей – это карта денег. Поэтому деньги есть, деньги будут и какой-то прогресс. И все то, что я говорила по этой карте, вот если вам нужна сумма денег, то вы ее найдете. У вас есть человек, к кому вы можете обратиться. Но, мои дорогие козероги, в долг мы не даем по этой карте, иначе мы этих денег или не увидим, или увидим не скоро. Помни, рука дающего завтра может превратиться в руку просящего. Посмотрите, буквально руки тянутся. Человек сам зарабатывает деньги, он сам строит свое благополучие. А кто-то вот так вот пытается присоседиться и получить от вас какие-то бонусы. Вот, может быть, именно поэтому нам и говорят, вот ты свою какую-то счастливую историю с переменами строй. Не пытайся помочь всюду и всем. Змея и вот этот нож, он как раз и может означать от каких-то подвохов со стороны других людей. А для вас вы важны сами и ваша какая-то личная история. Причем очень искренняя, очень счастливая, с хорошим продолжением, с хорошими новостями, с оформлением отношений. У кого-то так тоже может проиграться. Иногда по шестерке пентаклей проходит помощь высших сил или помощь того человека, который как раз вас любит, к вам хорошо и искренне относится. По этой карте это наше благополучие проходит и абсолютно уверенность как и в собственных силах, так и в нашем каком-то партнерстве. Поэтому в личной жизни все-таки какие-то перемены будут, и вам важно что-то обустроить, организовать совершенно по-новому, оттолкнуться от того, что уже было и не имеет значения, потому что перемены могут и люди, кстати, сами где-то уходить, вам могут что-то сказать, и вот эта змея, которая выпала, она была скрыта, а теперь у вас может где-то, вот, кстати, вот эта конфигурация, когда какой-то человек был за кулисами, но это была вот именно та змея, которая хотела навредить. И до какого-то периода времени человек скрывался, а тут его прорвет, он вам что-то скажет. Для вас это будет неожиданно, но это будет тот поворотный момент событий, когда все станет по своим местам. Вы поймете, кто мне друг, а кто мне враг, а кто так. Вот бойся равнодушных людей, это правда. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Итак, как вы будете еще организовывать свою жизнь? К чему? И вот все то, что мы с вами говорили. Карта обороны, всегда говорю, девятка жезлов, когда мы откликаемся только в двух случаях. Либо чего-то ценного не упустить, либо когда нам что-либо угрожает. Это карта, которая дает сразу совет. Тебя ничто не должно застать врасплох. То есть мы наблюдаем, созерцаем где-то, но не включаемся в проблемы чужие, мои дорогие. Сохраняем себя, все то, что у нас есть, сохраняем отношения – и никому ничего себе не рассказываем. Вот такие энергии для вас. Как будто для организации новой концепции вашей жизни совершенно необходимо. И не ускоряйте какие-то события. Карта судьбоносности, карта успеха, карта счастливых поворотных моментов в вашей жизни, колесница, может для кого-то означать путешествие, может быть и недалеко. Вам может быть предложена какая-то поездка, не отказывайтесь от нее. Она для вас может означать встречу судьбоносную, да. По этой карте меняется действительно парадигма нашей жизни, и карта говорит: отпускай прошлое. Ты должен расчистить пространство для чего-то нового, и новое как раз принимай. Для кого-то из вас будут вопросы, когда вы задумаетесь всерьез переехать в другую местность. Или вы переключитесь на какой-то новый вид деятельности, или будете это изучать. Вы можете познакомиться с человеком, который от вас на расстоянии. И, может быть, как раз вот эта поездка, произойдет важная встреча. Меняется ваша жизнь. Мы спрашиваем перемены на пороге. Вот это как раз про перемены и буквально на пороге, мои дорогие козероги. В мае для вас что-то меняется. Причем
со значением кардинально и потребует от вас решений. Давайте мы спросим, что продолжится, какие изменения или события будущего вам предстоят в последующем, и что вы, чему уделяете внимание, или что следует продолжать буквально в течение мая на последующий период, что имеет значение. Ну, не устроить себе какой-то анализ прежней ситуации, вот мы уже об этом не раз говорили, и если вас как разочарование, мелкая карта четверка кубков, иногда она говорит, кстати, об усталости, которая мешает нам увидеть перспективы, нам кубок в руках буквально преподносит, а мы сидим и думаем, а надо, а не нужно, может быть, показалось, так вот ничего не показалось. Новая концепция, повторяюсь, в совершенно новых условиях. Вокруг вас меняется жизнь. И вам, может быть, задача перед вами увидеть вот что-то, чего вы прежде не замечали. А не думать, что эта возможность будет предложена потом. Чего-то не упустить. Вот, мои дорогие козероги, что может быть продолжено с хорошим плюсом. То, что вас наполнит. Ну вот правда, тут может быть как многозадачность, много обязанностей вы на себя взвалили, и из-за усталости вы можете не заметить это. Поэтому организуйте свой труд и отдых. Обязательно нужен баланс, иначе из-за усталости она вам просто не будет помогать быть большим оптимистом, к примеру. Или она вас будет, вы себя будете мыслями возвращать прошлое, а в прошлом нечего делать, там вот. Только такие 10 жезлов буквально как на спине у нашего героя в этой карте показано. И да, с одной стороны, хватит сил эти 10 жезлов дотащить до той точки, куда вы направляетесь, но вы все равно потом встанете перед вопросом, а зачем я уделял или уделяла столько внимания конкретному человеку или конкретному делу. Как будто дело может быть интересно не вам, а кому-то, выгодно другим персонам. А этот режим многозадачности может означать, когда, ну, где-то люди вот так вот ловко пытаются манипулировать и переложить свои проблемы на ваши плечи. Помните, мы все приходим, ну, с какой-то миссией на планете Земля. И порой даже вот, к примеру, это касается наших родственников. Вы видите, а вы люди сильные, вы сильные физически в большинстве своем и правильно оцениваете ситуацию. Вам, может быть, искренне хочется помочь, чтобы человек как-то вот правильно выбрал направление или решил что-то. И вы чувствуете в себе достаточно сил помочь. А по сути-то дела, эту задачу должен решить человек сам. Вы не можете быть постоянно возле него, или он должен свой какой-то опыт отстроить, научиться правильно решать вопросы. И вы думаете, что вы ему помогаете, и даже не задумываться можете о том, что задача человека самому научиться обустраивать свою жизнь и решать, может быть, даже сложные вопросы. Не впрягайтесь в какие-то дела или решения. Вот об этом говорит карта. Тут именно свое что-то нужно организовать. Итак, какие же перемены у вас на пороге? Все то, что касается того, что я только что сказала по поводу родственников или детей, вы можете как раз заниматься чем-то, помогать. Но эта помощь, она не должна вас обесточить. Для вас будет также важно что-либо продолжать в каком-то совершенно новом русле, концепции, с новой стратегией или с каким-то новым обучением. Судьба может развернуться так, что вы познакомитесь, это ваша личная жизнь, с новым человеком, и вам придется изучить иностранный язык. У кого-то так может проиграться. А вы будете откладывать это на потом и откладывать себя, например, на последующий период, занимаясь решением вопросов, которые больше нужны не вам, а кому-то другому. Здесь все же есть какой-то период обучения конкретно. Чему-то вы должны обучиться или приступить к изучению чего-то нового. И это будет означать ваш прогресс. Мы ведь это смотрим, что может быть продолжено. Вот есть то, что для вас интересно. То, что будет иметь значение на длительный период времени.
перемены. Вот к таким переменам это ведет. Это карта самодостаточности, это карта финансовой стабильности. И у кого-то конкретно проиграется, я хочу организовать свое ремесло, свое новое дело, перевести свое творчество, монетизировать то, что мы называем, да, или организовать свой маленький бизнес, интернет-магазин, или, ну, вот все что угодно. Именно по этой карте проходит наша самодостаточность, когда у нас получается осуществить честолюбивые планы. Есть то, что меняется и в личной жизни. Вот такие возможности Майя для вас, мои дорогие козероги. Но есть риск, что мы можем где-то либо упасть от усталости, посмотрите, полностью прогресс нам показывает, либо впрячься в ту работу, которая для вас-то не имеет продолжения. А карта нам по девятке в совет, что мы должны организовать себя самих. И держать руку на пульсе, да. И не пообещать никому чего-то лишнего. Помни, рука дающего. И это касается, кстати, не только денег, а и вашей энергии тоже. Вы можете себя обесточить. Не оставите себе времени для отдыха, для изучения того, что вам интересно, или для того, чтобы подумать, просто, мои дорогие, помечтать, чтобы в последующем мечту сделать реальностью. А у вас это, как ни у кого другого, получится, потому что Козерог – это тот знак, ему самое главное – поставить перед собой цель. Дальше тезис-план, и нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие Козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.